Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Теплым летним днем я отправился в Юрмалу, чтобы посетить роскошный заброшенный отель 8 люксов. В советские времена здесь отдыхали политики и прочие высокопоставленные лица. Несмотря на охрану, я решил обойти весь отель и переночевать в одном из номеров. Что из этого вышло, смотрите в этом видео. Приятного просмотра! На улице теплый летний денек, и я приехал в Юрмалу. Многие люди едут на море загорать, купаться. Ну а я приехал сюда, чтобы провести ночь в заброшенном отеле. Кстати, на здании бассейна заколотили все окна. Что ж, год назад я уже здесь бывал. Надеюсь, тут ничего не поменялось. Там еще какие-то рисунки появились новые. Ладно, вначале я прогуляюсь по территории. Теннисный корт. Заросшая сетка. Валяющиеся кресла. Лежак. И все заросло. Летом это все выглядит, конечно, ну очень атмосферно. Хочу проверить, нету ли там охранника на КПП. Вот он, главный въезд. Домики вроде пусто. Закрыто. Ну вот. Снаружи замок висит, а внутри все пыльное. Нужен вход в подвал, а через него можно пробраться и в здание. Кто-то начал отдирать мраморную плитку зачем-то. Вот она лежит. Ну вот бассейн, где я был в прошлый раз. Да, это подвал. Как же тут холодно по сравнению с улицей и сыро. Фух. У меня на спине еще тяжеленный рюкзак, который за все цепляется. Хочется его побыстрее снять. Такс.
развилка. Мда. Просто я не помню, куда точно надо было идти. А вот проход. Еще одна развилка. Щитовая. Ага. Там в углу еще и датчик висит. Бродя по заброшенным зданиям, где замерло время, чувствуешь себя искателем из какого-нибудь фильма или компьютерной игры. Кстати, ощутить себя сталкером можно в игре Stay Out. Это MMORPG с элементами шутера, в основе которого, как вы поняли, сталкерство. Недавно в игре вышло крупное обновление Улей. Одним из самых опасных и загадочных мест в зоне отчуждения является Везувий. Это вулкан, который внезапно вырос на месте города из-за несчастного случая внутри секретной лаборатории. Вулкан скрывает в себе чудом уцелевший научный комплекс, где некогда советские люди кропотливо развивали науку. Бескрайние лабораторные помещения, тоннели и коридоры. Весь комплекс поражает своими размерами и ужасает своими тайнами всех, кто попал внутрь. Теперь это ловушка. Опасности ждут вас на каждом шагу. Здесь обитают голодные мутанты и опасные адепты, а на стенах растут смертоносные грибные наросты, питающиеся телами людей. Пробираясь все дальше, становится предельно ясно: пути назад больше нет. Итак, отважные сталкеры, кто из вас готов рискнуть и спуститься в недра лаборатории? Кстати, игра абсолютно бесплатная, а все игровые ценности можно купить за внутриигровую валюту. Отправьтесь навстречу приключениям уже сегодня, перейдя по ссылке в описании, а по моему промокоду вы получите приятные бонусы. Вату кто-то готовит на вынос. Вообще, я так думаю, что раньше это все была автономная котельная. Но проход в здание явно не здесь. Похоже, новые унитазы, еще запакованные. Пульт управления. Вообще, первый раз, когда я сюда попал, я был очень впечатлен этими тоннелями, подвалами. Эх, снова тупик. А, ну вот. Надо было сразу сюда идти. Склады эти тоже помню.
Здесь вот множество различных деталей. Да, вот она. Это дырка. Есть кто? Это все я обойду немного позже. Сейчас надо найти место для ночлега. Такс. Вот это главная лестница. И здесь вот везде датчики. На втором этаже там тоже все в сигнализации было. Но мне подсказали, здесь вот есть где-то вторая лестница. Ой-ой-ой, как же высоко. Еще и с рюкзаком лезть. Ой, впрочем, вариантов у меня нету. Фух. Честно говоря, это было куда сложнее, чем я думал. Ух ты! Какая красота! Сосны, море, солнышко светит. Кстати, а вот этих луж-то тут раньше не было. Я надеюсь, мне удастся найти номер пригодный для ночлега, чтобы потолок не протекал. Здесь лифтовая, причем не тронутая. Два мотора импортных. Пульт управления. А, ну вот, счетчик этажей. Выход на крышу. Вот сюда-то мне и нужно. Как же тут все красиво сделано. Это просто что-то с чем-то. Такс. Вот и первый номер. Ух ты! А тут очень даже неплохо. Только рисунка этого вроде не было.
Что ж, это очень даже пригодный для ночлега номер. Вот прям тут можно было бы остановиться. И было бы неплохо как-то закрыть дверь. Но вообще, походу, без замка. Или с замком. Не могу понять. Вот. А ну-ка. Идеально. Сейчас проверим. Все, я в безопасности буду спать. Вот как-то так я расположился. Здесь буду спать. Кто бы мог подумать, но это бесплатная квартира на самом берегу моря в летний сезон. Звучит удивительно. Балкон просто шикарен. Просто посмотрите на этот вид. Вот моя комната номер 8. Пока есть время, хочу еще прогуляться по отелю, проведать остальные номера. Ой, здесь, похоже, все не так хорошо. Там же лужа на крыше как раз. И вот оно протекает. Тут зато камин есть. Может попробовать растопить вечером. Вон даже дрова лежат. А какая красивая люстра была. Перед тем, как сюда идти, я решил узнать подробнее, что же это за место. Оказалось, что это отель 8 люксов. На все здание здесь было 8 шикарных номеров. И здание принадлежало Министерству иностранных дел. Отдыхали здесь политики и прочие высокопоставленные лица. Получается, на этом этаже всего 2 номера было. Это крыша. Так, спускаюсь на 3-й этаж, получается. Здесь датчиков еще нету. То есть вот это все был один большой номер. Раз комната. Одна ванна. Вторая ванна. И еще одна комната. Плюс шикарнейший балкон.
Шкаф для одежды. Да уж, не зря я вам скажу. Это место называлось 8 люксов. Номера действительно впечатляют. Ой, как здесь пол вздулся. Просто ужас. И сыростью воняет, плесенью. Это из-за той лужи на крыше вода не уходит. И здесь такой ужас. Эх, а год назад тут все было поживее. Еще один камин. Но уже без дров. Снова люстра. В каждом номере была люстра разного дизайна. Понятно, что сегодня есть гостиницы и покруче, но на то время отдохнуть здесь, я думаю, это было очень и очень престижно. Пол зачем-то стали разбирать. Здесь вот тоже все течет. Эх, да. Сколько еще проживет это здание, одному Богу известно. Этот номер уже немного меньше. Хотя и здесь тоже 2 комнаты. Ванная в желтом стиле. Класс. Дальше, увы, стоят датчики. Год назад стояли. Вряд ли они куда-то делись, конечно. Мое любопытство взяло верх. И я снова спустился вниз по этой стрёмной лестнице, чтобы тут все изучить. Инструкция пользования лифтом. Нет. Уже нет. О, смотрите, какой большой камин. С медными пластинами. А еще мне кажется, что здесь, возможно, был даже фонтан. Прямо внутри здания. Кто-то отдыхал здесь. Пил шампанское. Что за дверь такая низкая? О, смотрите, это библиотека. Нет, что-то не то. Да, вот. Свет горит. С ума сойти. Кстати, можно взять что-нибудь на вечер почитать. Эх, бедные книжки. Никому уже не нужны. Состояние книжек, увы, оставляет желать лучшего.
А вот вижу Джек Лондон. Как-то уже читал его в детстве. Было интересно. Возьму с собой наверх в номер. Я вот не знаю. Может, здесь был по центру фонтан, а рядом столики. И тут был ресторан. Очень может быть. Ух ты! Велотренажер, смотрите. Ну да. Причем тоже импортный. Стокгольм. Интересно, работает ли? Ну да, педали крутятся. Можно ехать. Тут вот даже пишется, сколько проехал, наверное, и какая скорость. Так, это походу кинозал. Да, это он. Смотрите, рояль или пианино, точно не скажу. Интересно. Увы, нет, оно не звучит. Сюда, видимо, снесли всю мебель из номеров и прочих помещений. Устроили здесь склад. Барный стул. Кресла какие. Еще стулья вдалеке. Так. Тут просто стулья. А что за шторами? Увы, ничего. Вот они, остатки былой роскоши. Здесь же диваны, столы, много мебели. Еще барные стулья. Их тут с десяток. Периодически слышу разные голоса с улицы. Честно говоря, мне немного не по себе. Какой буфет красивый. Вот это да. Попасть бы туда за него. Там, возможно, была кухня. Но, увы. Вроде готов. Вот такой получился у меня ужин. Но главное это с каким видом. Сейчас поем, пойду встречать закат.
Не знаю, что из этого получится, но попробую растопить камин аккуратно. Чаек готовится. Уже почти готов. Ночью тут, если честно, как-то стрёмно ходить. Вот мой 8-й номер. Слава богу, что он закрывается. Вот такое у меня спальное место. На часах уже полночь. Пора ложиться. О, спать. Фу. О. Фу. Довольно удобно. Фу. Прошла ночь, наступило утро. Слава богу, меня никто не потревожил. Я неплохо поспал. А вот и мой завтрак. Кашка, печенье и утренний кофеек. Спустился я вниз. Хочу все-таки рискнуть и напоследок пробежаться под датчиками. Вчера вот пропустил красивые стекла. Вот с птицей, наверное, с чайкой и с рыбой. Фух. Страшно, конечно. Но, надеюсь, минут 5 у меня хотя бы будет. Что ж, ладно. Побежали. Честно говоря, не понял, была ли сработка. А кухня, наверное, была с плиткой такой, как я и предполагал, да. Все это были кухонные помещения.
камеры для хранения продуктов. Вторая. Вот этот бар. Барная стойка роскошная. Посуда. Стаканчики, бокалы. Я вот не пойму. Сработал. Видел красное. Но я не слышу охранной сирены. Хотя это еще ничего не значит. Так. Будочка вахтера, наверное. А, тут уже тупик. Это был просто вход. И быстро-быстро бегу в бассейн. Так, да или нет? Да, вот он проход. Бегу в бассейн. Ну, привет. Давно мы с тобой не виделись. Красота. Вроде все по-старому. Так, здесь, походу, были бани, насколько я помню. Да, вот. Еще маленький бассейн. И сауна. Класс. Ой. Здесь тоже бассейны. Да-да-да, я тут уже бывал. И вот такие ванны. Работает. Ладно, очень быстро бегу в подвал, хватаю рюкзак по пути и там прячусь. Фух. Сейчас просидел полчаса в подвале. Слышал наверху шаги. Сейчас уже все стихло, но походу меня искали. Фух. Я благополучно выбрался. Что ж, спасибо этому отелю за то, что он меня приютил. И пишите, понравился ли вам новый формат в виде ночевки. На этом я с вами прощаюсь. Всем счастливо и до скорых встреч!